а дракон говорит, что не помнит, чтобы он сделал что-то, что могло бы заставить человека убить его. Он объясняет, что иногда даже был их союзником и думает, что возможно есть что-то, что заставляет людей убивать его. Затем он решает больше не оправдываться и умирает, думая, что возможно он прожил слишком долго. Он знает, что это неподходящий конец для божественного дракона, который жил со времен богов. Но думает, что может быть это не так уж плохо, если один божественный дракон умрет вот так и рассыпается в прах, надеясь попасть в подземный мир. Однако у богов на него другие планы, и он перерождается в теле маленького ребенка. Открыв глаза, он видит перед собой своих родителей и пожилую женщину, и заметив, что он так быстро проснулся, она думает, что он, возможно, одаренный ребенок. Его отец с гордостью говорит, что это само собой разумеется, ведь он его сын, а мать называет его Даланом. Она знакомит его с отцом и старшим братом, и затем действие переносится на много лет вперед. Мы видим, как взрослый Далан смотрит на закат, а девочка по имени Ири подходит, чтобы отвезти его домой. Он улыбается ей, и она спрашивает, что случилось. Он отвечает, что ничего, и они вместе идут в деревню. Затем выясняется, что он живет в деревне под названием Варен, которая находится недалеко от северной границы континентального королевства Аркрест. Затем мы видим, как Далан просыпается на следующий день и занимается своими обычными делами. Мы узнаем, что в этой деревне единственная отрасль – сельское хозяйство, и он каждый день усердно работает на полях, чтобы заработать себе на хлеб. После завтрака он идет в деревню и рассказывает, что в этой деревне взрослым считаются те, кому исполнилось 15 лет, и они должны жить самостоятельно. Ему сейчас 16, и он ушел из дома, чтобы жить отдельно. Затем он идет на рыбалку вместе со своим братом, и брат вспоминает, что Далан собирается исследовать болото завтра. Далан подтверждает это и говорит, что им нужно что-то сделать, так как ящеролюди пропали месяц назад. Его брат говорит, что это должны делать солдаты, которые находятся в их деревне, но Далан знает, что капитан стражи по имени Балан и другие солдаты заняты охраной деревни. И никто не будет этим заниматься, если он не пойдет. Брат спрашивает, уверен ли он, что не хочет, чтобы он пошел с ним, но Далан говорит, что все будет хорошо. Затем он чувствует, что его удочка дергается и вытаскивает рыбу. После этого он несет пойманную рыбу в деревню, и солдат-женщина по имени Малита думает, что он хорошо порыбачил, но говорит, что ему нужно готовиться к завтрашней поездке, а не рыбачить. Далан говорит ей, чтобы она не волновалась, потому что он каждый день понемногу готовился к этому с прошлой недели и благодарит ее за то, что она помогла ему уговорить начальника. Малита отвечает, что это пустяки, ведь Далан всегда помогает солдатам с тренировками, и спрашивает ее и парня по имени Альберт, с которым она пришла, куда они направляются. Они отвечают, что у них встреча по поводу следующей тренировки детей, и Альберт просит его не беспокоиться о них и думать о завтрашней экспедиции. Затем Далан идет домой и добавляет соль в пойманную рыбу, чтобы она дольше хранилась. Потом Ири приходит к нему домой и напоминает, что сегодня урок магии, и он спрашивает, не за ним ли она пришла. Она смущенно отвечает, что просто проходила мимо, и мы видим, как Далан практикуется в магии со старушкой, которую мы видели раньше. Он запускает в цель заклинание под названием «Энергетический заряд», и остальные поражаются его точности и силе. Старушка говорит, что его боевая магия, как всегда, хороша, и он благодарит ее за обучение. Она говорит, что теперь они будут изучать медицину, и мы узнаем, что это самый нелюбимый предмет Долана. Закончив тренировку, он идет домой, но по пути встречает девушку с серебристыми волосами. Начальник представляет ему девушку по имени Кристина и говорит, что она поживет здесь некоторое время. Он шепчет Далану, чтобы тот не обижал ее, потому что она благородная леди, и Далан пожимает ей руку. Затем она уходит с вождем, и Далан думает, что она довольно опытная. Позже мы видим, как Далан возвращается в деревню после сбора фруктов и говорит, что зимы в этой деревне такие холодные, что можно замерзнуть насмерть, а летом невероятно жарко. Он говорит, что был шокирован, узнав, что люди живут в таких суровых условиях, и идет в дом своих родителей. Его встречает брат Марка, и он отдает им собранные в лесу фрукты. Мать благодарит его, и они садятся ужинать. Далан говорит, что мама всегда готовит лучше всех, а отец говорит, что жить одному, конечно, хорошо, но ему стоит подумать о женитьбе, чтобы не остаться одному. Далан вспоминает, что его брат Дилан говорил то же самое, но он хочет еще немного насладиться холостяцкой жизнью. Марко вспоминает, что завтра Далан собирается на болото, и его мать надеется, что он не попадет в беду. Далан уверяет ее, что не будет рисковать, а отец говорит, что это его решение, ведь он уже взрослый. Но надеется, что сын вернется домой целым и невредимым и не заставит мать волноваться. Далан обещает вернуться целым и невредимым и говорит, что когда вернется, расскажет им интересную историю. На следующий день, когда Далан собирается отправиться на болото, жители
жители деревни собираются, чтобы проводить его, и он думает, что это уже слишком. Но капитан Балин говорит ему, что так и должно быть, ведь это работа солдат. Молита говорит капитану, что он не может уйти, потому что пока его не будет, на деревню могут напасть монстры, а жрица по имени Летиция благословляет Долана. Та пожилая женщина, которая предсказала ему опасность, предупреждает его быть осторожным, и Долан соглашается. Ири смущенно дает ему с собой обед, и он уходит из деревни. По пути на болото он объясняет, что люди-ящеры из деревни Варом иногда общались с жителями деревни, но однажды они исчезли. Поскольку никто ничего не мог сделать, он вызвался выяснить, что произошло, и, наконец, добрался до болота. Он осматривает озеро, чтобы найти причину этого беспокойства. Он узнает, что в болоте сильна сила элементаля земли, а сила элементаля воды ослабевает. Он осторожно идет дальше, потому что предсказания старухи по имени Магура обычно сбываются, и он чувствует что-то поблизости. Он кладет руку на меч, думая, что в таком состоянии болота здесь могут жить только сильные монстры, и замечает красивую ламию, когда достает меч. Он думает, что такие существа здесь редкость, и ламия спрашивает, один ли он. Он отвечает, что да, и она рада это слышать. Она не знает, что делать, и вспоминает, что мама учила ее использовать чары и делать определенные движения в таких ситуациях. Она начинает танцевать нелепый танец и говорит Долану, что пришла сюда не для того, чтобы драться. В этот момент за спиной у Ламии появляется монстр и собирается напасть на нее, но Долан защищает ее и убегает вместе с ней под большой гриб неподалеку. Ламия спрашивает, что это за существо, но он затыкает ей рот и просит спрятать хвост, и монстр вскоре проходит мимо, никого не найдя. Затем он говорит, что теперь можно не бояться, и она снова спрашивает, что это было. Он объясняет, что это безумный элементаль Земли, и рассказывает, что когда-то в этом болоте жили люди-ящеры, но однажды они исчезли, и, возможно, это существо тому виной. Он вспоминает, что недавно было сильное землетрясение, и думает, что это могло повлиять на элементаля. Ему грустно, потому что нет способа вернуть все в норму, и он представляется как Долан, а Ламия представляется как Селена. Затем он спрашивает, умеет ли она колдовать, и, узнав, что да, предлагает вместе сразиться с этим безумным элементалем. Селена в ужасе от этого предложения и говорит, что она тоже монстр Земли, поэтому ее атаки могут не подействовать на элементали Земли. Но она говорит, что ее уникальное расовое заклинание может сработать. Услышав это, Долан предлагает выйти вперед и просит ее прикрыть его сзади, и она соглашается, говоря, что они будут сражаться вместе до самой смерти. Но Долан напоминает ей, что так говорят, когда женятся, и неуклюжая Ламия смущается. Затем они вдвоем прячутся в ожидании, пока к ним не придет элементаль Земли, и Селена не уверена, что сможет сработаться с этим человеком, которого она только что встретила. Долан подает сигнал к атаке, и они вдвоем бросаются на монстра. Монстр нападает на них, и Долан защищает себя и Селену. Селена произносит заклинание своей расовой магии и призывает змею, которая удерживает элементаля Земли. Долан пользуется моментом, чтобы подобраться ближе к элементалю, но Селена не может долго удерживать монстра, и ему удается освободиться. Однако Долан уже достаточно близко, он уклоняется от атаки монстра, чтобы оказаться сверху, и добивает его, разрубив пополам после того, как напитал свой меч драконьей магией. Это вызывает небольшой оползень, и Селена вся в грязи. Долан спрашивает, все ли с ней в порядке, и кроме того, что она испачкалась, она в полном порядке. Затем он благодарит ее за помощь и говорит, что сначала нужно ее отмыть, потому что ей должно быть холодно. Затем он собирает кристаллы, которые выронил элементаль Земли, и сцена переносится в разрушенную хижину, где они с Селеной находятся. Долан готовит еду, и Селена с удивлением замечает, что он совсем ее не боится. Он говорит, что она не похожа на тех ламий, которых он знает, и объясняет, что те, кого он знает, более настороженно относятся к людям и более агрессивны. Он спрашивает, что она здесь делает, ведь поблизости нет деревень ламий, и она отвечает, что у ламий есть правило: когда им исполняется 17 лет, они должны искать себе мужа. В соответствии с этим правилом она отправилась в путешествие, чтобы найти себе мужа, и Долан считает, что это здорово. Затем Селена говорит, что ламии — это раса, состоящая только из женщин, и они рожают только девочек. Мальчики у них рождаются редко, и даже если рождаются, то всегда принадлежат к той же расе, что и их мужья. Затем она рассказывает, что ламии — это раса, которая появилась, когда женщина-человек была проклята, и проклятие передалось по наследству. Из-за проклятия они частично похожи на змей, и их биологические жидкости содержат яд. Поэтому они должны искать мужей, у которых сильное тело и которые устойчивы к ядам, иначе их мужья умрут от яда, когда они попытаются завести детей. Долан думает, что им должно быть трудно найти партнеров из-за этого, и она подтверждает это. Она говорит, что ее мать тоже встретила своего отца, когда отправилась в путешествие,
и рассказывает, что ее отец был человеком, как и Далан. Далан считает, что это здорово, и Селена чувствует, что он обращается с ней как с ребенком. Он говорит, что это не так, и просто думает, что она очень милая. Она смущается, и они продолжают есть. Селене понравилась еда, и она задумалась, из чего она приготовлена. Далан рад, что ей понравилось, и рассказывает, что его мама научила его готовить это блюдо. Он говорит, что они собирались вокруг кастрюли и ели это в холодные ночи, и Селена думает, что он, должно быть, любит свою семью, потому что всегда улыбается, когда говорит о них. Он подтверждает это и добавляет, что больше не чувствует себя одиноким драконом в пещере. На следующий день они прощаются, пожав друг другу руки, и Далан вспоминает, что жизненная энергия Ламии похожа на его собственную. Поэтому он делится с ней своей энергией, но она падает на землю. Он спрашивает, все ли с ней в порядке, и думает, что, возможно, его жизненная энергия была для нее слишком велика. Затем Далан говорит, что возвращается в свою деревню, а Селена говорит, что поедет на юг искать мужа. Далан просит ее навестить его деревню, когда она найдет мужа, и он познакомит ее со своей семьей. Она обещает, что так и сделает, и они расходятся в разные стороны. Затем мы видим, как Селена продолжает свое путешествие и встречает по дороге нескольких парней. Сначала они тепло приветствуют ее, думая, что она просто симпатичная девушка, но убегают, как только узнают, что она Ламия. Селена удивляется, почему они так испугались, а потом мы видим, как Далан вместе с Магуру и Ири готовит магические зелья. Она объясняет, что в отличие от обычных лекарств, волшебные зелья готовятся с использованием магических ингредиентов, поэтому нужно быть очень осторожным. Даже малейшая ошибка в дозировке может привести к опасным для жизни последствиям. Мы видим, что Ири удается приготовить зелья, а Далану нет. Магуру думает, что у Долана просто не очень ловкие руки, и извиняется за это. Ири пытается подбодрить его, говоря, что ему не нужно себя принижать, ведь у него есть другие достоинства. Например, он хорошо разбирается в травах и ведет себя с детьми вежливо. А еще у него красивое лицо. Далан благодарит ее за комплимент, но говорит, что у него действительно плохо получается следовать сложным рецептам. Он думает, что ему нужно поработать над точностью, и Магуру замечает, что у Ири с зельем все в порядке. Ири рада это слышать, и Магуру говорит ей пойти поиграть на улице, потому что она уже закончила на сегодня. Вместо того, чтобы играть, Ири помогает матери по дому, пытаясь показать Далану, что она взрослая, в отличие от других детей. Далан думает, что в прошлой жизни он был драконом, и ему не нужно было разбираться в медицине, поэтому он так не умел в этом. Магуру говорит, что его боевая магия на высшем уровне, но он, похоже, не справляется с приготовлением волшебных зелий и извиняется за это. Но она говорит, что не нужно торопиться, и раз у него есть талант, то трудности помогут ему стать лучше. Далан понимает, и Магуру говорит, что будет учить его столько, сколько нужно. Затем сцена меняется, и мы видим, как Далан обедает с семьей Ири. Ему неловко, что он ест с ними, но они говорят, что это нормально, ведь они сами пригласили его. Затем они молятся богине Миал, чтобы поблагодарить ее за еду, и Далан вспоминает, что давно не видел Миал. После обеда он бежит на тренировку, но на пути ему встречается женщина-зверь. Она напоминает ему, что сегодня он должен тренировать детей, и спрашивает, есть ли у него время выпить ее свежее молоко. Далан объясняет, что Мию получеловек Полукарова, и она делится своим молоком с жителями деревни. Оно божественно на вкус, и Далан пытается отказаться, но поддается искушению, когда Мию предлагает ему немного, и он пьет. Затем он продолжает бежать на тренировочную площадку, где мы видим Альберта, наблюдающего за тренировкой детей. Заметив приближающегося Долана, Альберт просит детей сделать перерыв, но они слишком взволнованы, чтобы его слушаться, и продолжают показывать свои приемы. Альберт говорит им сделать перерыв, как он велел, но они не хотят, и им приходится подчиниться. В это время Далан замечает монстра в кустах неподалеку и решает не проверять, что там. Ночью он возвращается на то же место и думает, что монстр, которого он почувствовал днем, был там и почему-то показался ему знакомым. Он уверен, что человека, о котором он думает, здесь нет, но все равно проверяет и видит, как Селена вытирает пот со своего тела. Она смущается, что он застал ее в таком виде, и спотыкается, но Далан успевает ее подхватить. В неловкой ситуации он спрашивает, что она здесь делает, и она быстро прикрывается. Далан восхищается ее красотой и думает, что не может подобрать слов, чтобы выразить свои чувства. Селена просит его уже закрыть глаза, и он говорит, что ничего страшного, если он посмотрит, ведь это не уменьшит ее красоту. Селена удивляется, как он может оставаться таким равнодушным, и он говорит, что тяга к прекрасному – это естественный инстинкт, и Селена дает ему пощечину. Он извиняется за свою бестактность, и мы видим, что Селена уже простила его.
Затем он спрашивает, что она здесь делает, ведь она должна была отправиться на юг в поисках мужа, и она объясняет, что так и было задумано. Но все, кого она встречала, пугались ее и убегали. Далан понимает, почему она искала его, и говорит, что тоже боится общаться с людьми, но набралась смелости поздороваться с ними, но они убежали, испугавшись ее вида. Далан говорит, что рад, что она здесь, ведь он надеялся снова ее увидеть, и она счастлива это слышать. Он говорит, что готов помочь ей всем, чем сможет, и спрашивает, не хочет ли она жить с ним. Селина удивлена, что он это предложил, и спрашивает, как она сможет жить в его деревне. Он объясняет, что у него есть план, как ей помочь, а она напоминает ему, что она чудовище. Она будет пугать людей, но он говорит, что не стоит волноваться, потому что в его деревне живут и другие чудовища и полулюди. Она не уверена, что сможет подружиться с людьми, и Далан говорит, что сначала они будут ее опасаться, но благодаря ее доброму характеру и способностям Ламии она быстро со всеми подружится. Селена не может поверить, что сможет подружиться с людьми, а Далан говорит, что с ней его жизнь станет веселее. Потом он понимает, что это звучит так, будто он за ней ухаживает, и Селена тоже думает, что с ним жить было бы здорово. Она говорит, что было бы замечательно, если бы они смогли это сделать, и признается, что искала его еще по одной причине. Она говорит, что надеялась, что он поделится с ней жизненной энергией, и Далан рад, что ей понравилось в прошлый раз. Селена объясняет, что никогда раньше не пробовала такой вкусной и питательной жизненной энергии. А Далан говорит, что она может пить ее в любое время, когда захочет, когда они начнут жить вместе, и делится с ней частью своей жизненной энергии. Ей нравится, и он рассказывает ей свой план. Проходит 3 дня, и мы видим, что стражники, охраняющие деревню, находят мертвых животных прямо у ворот. Они думают, что это происходит уже 3-й день подряд, и замечают, что принц ушел, а значит, за этим стоит большая змея. Потом они вспоминают, что однажды ночью один из них видел тень получеловека-полузмеи, и понимают, что за подношениями, которые появляются в их деревне, стоит Аламия. Балан не может понять, зачем Аламии это делать, и позже мы видим, как старейшины деревни собираются на совет. Они удивлены, услышав о присутствии Аламии, и думают, что странно, когда злое чудовище приносит им подношения. Балан предлагает собрать отряд, чтобы уничтожить зверя, каковы бы ни были его намерения, и говорит, что нужно убить его, пока не случилось что-то плохое. Старейшины советуют ему успокоиться и напоминают, что Ламии опасные чудовища, а в этой деревне мало солдат. Они предлагают ему вызвать подкрепление из столицы, и Балан готовится отправить гонца. В другом месте мы видим, что Далан подслушивает разговор и думает, что не ожидал, что между людьми и монстрами будет такая большая разница. Он уверен, что они поймут, какая Селена безобидная, когда познакомится с ней, а на собрании Магуру просит всех успокоиться. Она говорит, что Ламия приносит им подношения, и для этого должна быть причина. Она говорит им немного подождать, а Ири входит в комнату с аппаратом, и, увидев его, Магуру заявляет, что результаты ее предсказания наконец-то здесь. Вождь деревни нетерпеливо спрашивает ее о результате, и она говорит им, что появление змеи приведет к «принеси им удачу». Далан рад это слышать, и вечером он направляется к Селене, думая, что теперь они могут приступить к заключительной фазе своего плана. Он сообщает ей, что жители деревни теперь относятся к ней менее настороженно, и все это благодаря ее стратегии пожертвований. Селена отдает ему должное за это, так как именно он придумал этот план, и он говорит ей, что теперь им просто нужно внести последние штрихи, и он инструктирует ее, что делать. Затем сцена заканчивается тем, что Балан проводит тренировку на открытом воздухе для всех способных бойцов в деревне. И он объясняет, что они должны быть готовы справиться с угрозой Ламии, нависшей над ними. Альберт заметил, что большинство известных людей из их деревни собрались здесь, и Далан сказал ему, что вместе они составляют ядро обороны деревни. Он думает, что они именно те люди, которые ему нужны для финала, и он указывает на капитана Балина и вице-капитана Малиду. Мы оба здесь. Жрица Летиция тоже здесь, и он думает, что она имеет большое значение в их плане, поскольку считается посланницей богини. И если они не будут осторожны, она может объявить Селену злом. Он думает, что все остальное зависит от Селены, и мы замечаем, что Ламия нервничает. Она вспоминает план, который ей рассказал Далан, и мы узнаем, что он сказал ей, что завтра они будут тренироваться на территории Кроличьего пика, и он специально пойдет в логово. Он подаст ей сигнал, чтобы она пришла и спасла его, и когда остальные увидят это, они перестанут считать ее злобным монстром. Затем Балон пытается объяснить остальным, как будет проходить тренировка, но не успевает начать, потому что прибегает солдат. Он говорит, что это здесь, и Балон думает, что это Ламия, и приказывает своим людям приготовиться. Далан в замешательстве, потому что он не подавал Селене сигнал выходить, а солдат говорит, что это не Ламия, и мы видим огромного бронированного медведя. Балон в замешательстве, потому что не ожидал увидеть бронированного медведя на краю леса, и приказывает всем отступить,
потому что этот зверь может легко их убить. Все отступают, но сын Балона спотыкается и падает, и медведь направляется к нему. Он пытается напасть на него, и Далан бросается на помощь, но не уверен, что успеет без своих драконьих способностей. Селена прыгает, чтобы спасти ребенка, и принимает на себя удар медведя. Все удивлены, что Ламия спасла ребенка, и Селена использует свои проклятые глаза, чтобы приказать медведю вернуться в лес. Медведь тихо уходит, и это удивляет всех. Селена спрашивает мальчика, все ли с ним в порядке, и рада узнать, что он цел. Балан достает свой молот, угрожая Ламии, чтобы та отошла от Тора и Долана, и Тора убегает к своему отцу. Балан просит Долана тоже вернуться, но тот просит его сначала пообещать, что он не причинит вреда Ламии. Малида думает, что Ламия спасла Долана и Тору, но Балан говорит, что Ламии опасные чудовища. Далан отвечает, что его не учили платить злом за добро, и отказывается сдвинуться с места. Затем Балан спрашивает Ламию, не она ли недавно оставляла подношение возле их деревни. Она отвечает утвердительно и случайно проговаривается. Балан спрашивает, зачем она это делала, и она представляется, прося разрешения остаться в их деревне. Она говорит, что ушла из своей деревни в путешествие, но путешествовать одной оказалось страшнее, чем она думала. Она говорит, что не просит остаться навсегда, но надеется, что они потерпят ее некоторое время, и признается, что ее отец тоже был человеком. Поэтому она не собирается причинять им вред. Увидев это, солдаты понимают, что она совсем не страшная, а Мелита говорит, что предсказание Магуры снова сбылось. Затем мы видим, как Летиция стоит в изумлении, и узнаем, что она получает оракул от богини Миры. Она сообщает всем, что богиня сказала ей, что Ламия перед ними не злая, и попросила их жить с ней в гармонии. Затем Летиция подходит к Ламии и говорит ей, что знает, что та все это время не открывала глаза, чтобы не напугать их, и просит ее открыть глаза. Селена открывает глаза, но тут же теряет сознание от полученной раны. Затем показывают, как Селену, перевязанную бинтами, ведут в ее новый дом в деревне, и Балан просит ее проверить, все ли в порядке, потому что у людей и Ламии разные потребности. Селена заходит в дом и замечает на кровати кучу подушек и плюшевых игрушек. Она обнимает одну из игрушек и думает, что она очень мягкая. Малита говорит, что это была идея Балана, и Селена благодарит их за такой прекрасный дом. Затем Балан извиняется перед ней за то, что направил на нее оружие, хотя она спасла его сына, но она просит его забыть об этом. Айра говорит Селене, что они мало знают о ламиях, и надеется, что Селена расскажет им все, что знает. Селена просит их рассказать ей о людях. Далан говорит, что в таком случае они оба должны узнать друг друга получше. Они представляются друг другу, делая вид, что видят друг друга впервые. После этого Далан замечает, что Селена хорошо ладит с жителями деревни и думает, что теперь с ней все будет в порядке. Он вспоминает предсказание Мираль и думает, что теперь он у нее в долгу. Затем показывают, как Далан спит ночью, и он использует свою астральную форму, чтобы отделить душу от тела. Он поднимается ввысь в своем астральном теле и попадает в страну богов. Там он в облике дракона летит ко мне Рал, и она рада его видеть. Он говорит ей, что они давно не виделись, и когда он называет ее богиней, она думает, что он изменился. Он просит ее не дразнить его, и она спрашивает, не из-за Ламии ли он здесь. Он отвечает, что да, и объясняет, что без ее оракула могло случиться что угодно. Он благодарит ее за это и удивляется, что она поняла, что он переродился человеком. Она говорит, что почувствовала его душу среди молитв, обращенных к ней, и она сияла радостью жизни. Это удивило ее, потому что раньше он ненавидел жизнь, и Далан не отрицает этого, ведь он не чувствовал ни капли сожаления, когда герой нанес ему последний удар. Он говорит, что его перерождение в человека изменило его взгляды, и он понял, что люди на поверхности живут так, будто каждый день последний. И для них жизнь может казаться мимолетной, но они горят очень ярко. Мирал говорит ему, что он и сам сиял, и она почувствовала чистую радость в его сердце и душе. Она говорит, что то же самое и с Ламией, и он снова благодарит ее за все, что она сделала. Затем сцена показывает, как Селена врывается в дом Долана утром и будит его, и Далан говорит ей, чтобы она стучала, прежде чем войти. Она извиняется за это, но он говорит, что все в порядке, и она замечает, что он выглядит счастливым. Он рассказывает, что ему приснился сон, в котором он встретил старого друга, и тот сказал ему несколько добрых слов. Затем он спрашивает, почему она пришла так рано, и она напоминает ему, что они обещали посадить картошку вместе с Кристиной сегодня. Она говорит, что ей будет грустно, если он забудет об этом, и мы видим, что Кристина все это слышит, стоя снаружи, но она не выглядит грустной. Затем сцена переносится в город Галлоу, и девушка доставляет письмо директрисе академии в городе. Директриса велит ей отвезти парней в их обычное место, и одна из фей под командованием директрисы приносит ей письмо. Девушка просит директрису сразу же прочитать письмо,
потому что сегодня пришло особое письмо, и директриса понимает, что оно от Кристины, гордости их академии. Директриса по имени Оливия открывает письмо с помощью магии и читает его. В письме Кристина приветствует ее и говорит, что уже давно переехала в деревню Варен, и упоминает, что в этой деревне суровый климат и есть угроза безопасности. Ее слова подтверждаются, когда мы видим, как Кристина сражается с заместителем капитана стражи, и толпа с интересом наблюдает за их поединком. Они говорят, что Молита пока не серьезна, и Кристина думает, что они правы. Затем Молита решает отнестись к этому серьезно, и Кристина рада это слышать. Они начинают серьезно сражаться, и Кристине удается победить Молиту. Она помогает ей подняться и говорит, что Кристина отлично владеет мечом. Кристина тоже хвалит ее за мастерство, говорит, что она красивая, быстрая и сильная, и Молита краснеет. Затем Балан хвалит их за отличную битву, и Молита приглашает Кристину пообедать с ними. Она соглашается, и Кристина в письме сообщает Оливии, что жители деревни очень дружелюбные и приняли ее в свой круг. Затем сцена меняется, и мы видим, как Кристина обедает с Молитой в таверне, а девушки из деревни приносят ей разные блюда, не зная, что ей понравится. Кристина говорит, что ей нравится все, что готовят в этой деревне, и девушки краснеют, видя ее теплую улыбку. Она спрашивает, в чем дело, и они отвечают, что она просто очень красивая. Затем приходит Балан и приглашает Кристину выпить, но Альберт говорит, что ей лучше отказаться, потому что Балан много пьет, и они не смогут остановиться, если начнут. Балан говорит, что это неправда, но остальные просят его не втягивать Кристину в свои пьяные выходки. Кристина хочет что-то сказать, но они не слушают ее, и Балан извиняется за то, что обидел ее, и уходит с ребятами выпить. Затем мы видим, как Кристина ночью возвращается в гостевой дом и чувствует себя немного чужой среди жителей деревни. Она слышит голоса людей снаружи и замечает, что Балин и его друзья идут к нему домой. Позже ночью мы видим, как Кристина тренируется с мечом, и к ней подходят Селена и Далан. Увидев, что она чем-то расстроена, Селена спрашивает, что случилось, но Кристина не хочет говорить. Тогда Селена приглашает ее к себе домой, и действие переносится в дом Селены, где они втроем. Селена показывает ей свою комнату и кровать, говоря, что на ней очень удобно спать и снятся хорошие сны. Кристина спрашивает, похожа ли эта кровать на кровать для Ламии, и Селена предлагает ей попробовать, и она тоже будет видеть хорошие сны. Кристина сомневается, и Далан говорит, что если эта кровать хороша для Ламии, это не значит, что людям она тоже понравится. Селена думает, что она слишком торопится и извиняется, но Кристина ложится на кровать. Она осматривает подушки и говорит, что они действительно удобные. Селена говорит, что это была идея Балана, и сначала она беспокоилась, примут ли жители деревни Ламию. Но чем больше она узнает эту деревню, тем больше ей здесь нравится. Она говорит, что Балан любит молоко, которое дает его жена Мию, и они с жителями деревни всегда соревнуются, кто выпьет больше молока за один раз. Кристина думает, что именно поэтому все шли к нему домой раньше, и Селена рассказывает Кристине об особенностях жителей деревни. Далан говорит, что у всех жителей деревни есть свои причуды, и рассказывает, что Молида на вид солдат, но на самом деле она любит сладости. Селена спрашивает Долана, почему он стоит там, вместо того, чтобы присоединиться к ним на кровати, и Далан пытается отказаться, но Кристина настаивает, и они тащат его на кровать. Затем сцена переключается на Долана и других парней, которые пьют молоко Мию в таверне, и им всем нравится. Далан спрашивает, не хочет ли кто-нибудь посоревноваться с ним, кто выпьет больше молока его жены. Никто не хочет с ним соревноваться, но в таверну заходят Селена и Кристина, и Балин спрашивает Кристину, что привело ее сюда. Кристина отвечает, что пришла попробовать молоко, которым так гордится Балин, и Мию приносит ей свежее молоко. Кристина выпивает стакан залпом и говорит, что ей очень нравится. Балин удивляется, что она много пьет, и Кристина признается, что да, она пьет больше, чем обычный человек. Балин предлагает ей посоревноваться в питье молока, и Кристина принимает вызов. Они начинают пить, и кружки пустеют одна за другой. Все собравшиеся в таверне поражены тем, сколько они могут выпить, и в конце Балин сдается, а Кристина удивляет всех, что почти победила. Он продолжает пить и падает после очередного стакана. Все аплодируют Кристине, и она подходит к жителям деревни. Позже мы видим, как Кристина пьет молоко с Даланом и Селеной, и они спрашивают, не хочет ли она еще.
Она отвечает, что все в порядке, и Мию предлагает ей попробовать молоко ее дочери Мир, которое та только что дала. Она говорит, что хотела, чтобы сначала попробовал ее муж, но он больше не может пить. Кристина соглашается попробовать молоко и после того, как выпивает его, говорит, что оно вкусное, сладкое и приятное на вкус. Она просит еще стакан, и Далан с радостью обнимает ее, услышав это. Затем Оливия замечает, что Кристина написала в письме, что благодаря Далану и Селене она сблизилась с жителями деревни, и Варен стал для нее родным местом. Девушка, которая была с Оливией, удивлена, что Кристина подружилась с Эланией и думает, что именно этого она и ожидала от такой, как она. Затем мы видим Оливию на вечеринке высшего класса, и она замечает, что слухи о том, что Кристина подружилась с Эланией, распространились повсюду, и все на вечеринке говорят об этом. А некоторые люди скептически относятся к тому, что люди и монстры могут быть друзьями. Она думает, что в их городе слухи распространяются быстро, и женщина по имени Карен спрашивает Оливию, может ли она рассказать ей больше об этой Ламии. Оливия удивляется, зачем кому-то вроде нее нужна скромная Ламия, ведь она генерал-маг, нанятый правительством. Карен говорит, что она просто беспокоится, и упоминает, что хотя Ламия одинока, нельзя недооценивать угрозу, которую она представляет. Она говорит, что людям не положено жить с опасными монстрами вроде Ламии, и что им еще предстоит разобраться с недавними исчезновениями. Она говорит, что не хочет больше плохих новостей, чем те, что у них уже есть, и Оливия отвечает, что эти происшествия вызывают беспокойство. Но говорят, что эта Ламия добрая и нежная, и оракул богини Мерал сказал людям, что они должны жить с ней. Карен говорит, что они все равно должны быть готовы к худшему, и просит, чтобы Ламию немедленно вызвали в город Гала. Она спрашивает, под чьей юрисдикцией находится деревня Варен, и появляется старик и говорит, что деревня находится под его юрисдикцией. Он говорит, что они должны сделать первый шаг, и обещает, что отправит гонца. Тем временем в деревне мы видим, как Селена, Далан и Кристина вместе сажают картошку. И когда Селена заканчивает, Далан замечает, что она посадила картошку аккуратно, но не на одинаковом расстоянии друг от друга. Кристина же копает ямки для картошки голыми руками и спрашивает, правильно ли она делает, но Далан не может ей ответить. Затем подходит стражник и просит всех троих подойти к воротам деревни. Они бегут к воротам, и староста деревни отводит Кристину в сторону, а Долана и Селену окружают солдаты. Старик, который был с ними, представляется как Гоуда, комиссар северной границы, и спрашивает Долана, не он ли привел эту Ламию в деревню. Далан отвечает, что это правда, и жрица, которая стоит рядом с Гоудой, повторяет, что оракул богини Мерал уже доказал, что эта Ламия не злое существо. Гауда говорит, что он не сомневается в решении богини, но он отвечает за безопасность этих земель и должен быстро и решительно устранять любые угрозы. Далан рад, что они не послали отряд для уничтожения Ламий, и ему интересно, что им нужно. Гауда говорит, что они отвезут Селену к генералу, чтобы подтвердить, что она может жить среди людей, и Далан удивляется, зачем это нужно, если он не сомневается в решении богини. Гауда говорит, что бы ни сказала богиня, если Селена хочет жить в этой деревне, она должна пройти все процедуры, которые требует закон королевства. Он надеется, что Селена это поймет, и она понимает. Далан спрашивает, может ли он поехать с Селеной, ведь это он привел ее в деревню, и Гауда разрешает, потому что не хочет, чтобы она устроила скандал по дороге, и им пришлось бы принимать меры. Затем они все вместе покидают деревню, и Кристина беспокоится за них, поэтому решает поговорить с директрисой, у которой есть влияние на генерала. Она использует магию ветра, чтобы увеличить скорость, и направляется в Гало. Затем мы видим, как Далан и Селена едут в карете ночью, и Далан думает, что это, наверное, ее первая поездка в карете. Он спрашивает, все ли с ней в порядке, и она отвечает, что да. Она говорит, что ему, наверное, холодно, и предлагает поделиться с ним одеялом, и они укрываются им вдвоем. Далан говорит ей, чтобы она не волновалась, потому что все будет хорошо, и процедура не займет много времени. Он успокаивает ее, обнимая, и говорит, что просто следует примеру своей матери, которая всегда так делала, когда он был расстроен. Он говорит, что все будет хорошо, и она с облегчением выдыхает, хотя на глазах у нее слезы. Позже мы видим Кристину в кабинете Оливии, и она говорит, что хочет обсудить кое-что, связанное с деревней Варен. Оливия понимает, что речь идет о Ламии, и с помощью Фейри заваривает Кристине чай. Она говорит, что Селену не убьют, потому что богиня мира ее благословила, и это не комиссар Гоут решил ее арестовать, а Карен Мак. Кристина удивляется, а Оливия говорит, что Карен считает ее угрозой и думает, что Селена может быть причастна к недавним исчезновениям женщин. Кристина знает, что Селена никогда бы так не поступила, и Оливия говорит, что Селена не могла бы этого сделать, живя в деревне Варен. Но раз Карен так говорит, подозрение может пасть на нее.
Кристина не верит в это, а тем временем карета, в которой едут Селена и Далан, останавливается, и солдат говорит, что комиссар Гоут вызывает Селену. Затем комиссар разговаривает с ними наедине в лесу и что-то им говорит, но мы не слышим, что именно, но это их удивляет. Тем временем в академии директриса говорит Кристине, что Карен может все, потому что она могущественный маг правительства. И Кристина сердито спрашивает директрису, неужели они ничего не могут сделать, чтобы это остановить. Оливия говорит ей, что необдуманные действия могут привести к тому, что их обвинят в превышении полномочий, и есть еще кое-что, что ее беспокоит. Тем временем Гуда передает Долана и Селену Карен, которая приветствует их и извиняется за то, что заставила их прийти сюда. Она спрашивает, кто такой Далан, и он представляется жителем деревни Варен, который вызвался сопровождать Селену. Затем Карен говорит, что сначала они должны поужинать, и просит Гуду уйти и составить отчет. Затем сцена переключается на Селену и остальных за обеденным столом, и Селена с восторгом смотрит на угощение. Карен говорит, что это можно считать извинением за то, что они заставили их приехать сюда. Но Далан отвечает, что это не важно, потому что им все равно пришлось бы приехать в Гало, если бы Селена захотела жить в деревне Варен. Карен говорит, что завтра начнет оформлять документы, и Селена рада, что ничего серьезного не произошло, потому что она испугалась, когда внезапно появились солдаты. Карен объясняет, что были опасения, что Селена может манипулировать жителями деревни с помощью своих проклятых глаз, но она видит, что это было напрасно. Она говорит, что никогда бы не уничтожила такое прекрасное и чистое создание, как Селена, а тем временем в Академии Гуда приходит к Оливии. Кристина спрашивает, зачем он здесь и что он сделал с Даланом и Селеной. Гуда просто отвечает, что ему нужно поговорить с Оливией, а Карен в особняке надеется, что им нравится еда. Селена говорит, что еда отличная, и она рада это слышать. Она говорит, что видела много ламий, но Селена особенно красивая, и Селена, услышав это, падает в обморок. Затем Далан тоже теряет сознание, а в Академии Гуда спрашивает Оливию, стоит ли рассказать Кристине обо всем. Оливия говорит, что у них нет выбора. Гуда спрашивает Кристину, слышала ли она о недавних исчезновениях женщин. Кристина отвечает, что слышала, и говорит, что ни одну из этих женщин так и не нашли. Она спрашивает, какое это имеет отношение к Селене, и Гуда говорит, что в Галлоу живет маг, который больше 300 лет. Кристина спрашивает, может ли это быть директриса, но Оливия злится. Гуда объясняет, что маг человек, а люди столько не живут, поэтому Кристина понимает, что она, должно быть, использует запретную магию. Гуда рад, что она не только отличница, но и говорит, что эта женщина использует запретную магию, чтобы завладеть чужим телом, и так продолжает жить. Недавно эта женщина заинтересовалась Аламией, и Кристина понимает, к чему это приведет. Карен – та самая женщина, о которой он говорит. Гуда говорит, что им нужно немедленно отправиться туда, потому что у них мало времени, а Оливия не хочет втягивать в это студентку. Но она уверена, что Кристина все равно ее не послушает. В это время мы видим, как Карен собирается препарировать Кристину и думает, что ее гладкая кожа скоро станет ее собственностью. Как раз в тот момент, когда она собирается вонзить скальпель в Кристину, Далан окликает ее сзади, и она задумывается, не перепутала ли она дозу лекарства. Затем Далан замечает на полу магический круг, нарисованный кровью, и, видя, насколько он засох, понимает, что она, должно быть, делала это уже давно. Он спрашивает, сколько людей она убила, и Карен плевать на это хотела, и она удивляется, как он смог освободиться от пут, сделанных из кожи ящерицы. Она бросает в него скальпель и спрашивает, действительно ли он человек, и Далан думает, что такие люди, как она, не умеют слушать. Он снова спрашивает, сколько людей она убила. Она отвечает, что не знает, потому что перестала считать после 100, и он спрашивает, зачем она их убила. Она отвечает, что это было просто для исследования, и говорит, что у каждого есть что-то красивое, и она собирала эти красивые вещи для себя, и это делает ее красивой. Он спрашивает, заключила ли она сделку с дьяволом, потому что такая магия запрещена, и узнает, что да. Она объясняет, что руки ей дала паучиха, ноги чудовище, а кожа эльфийка. Далану не нравится, что ее желание важнее жизни других людей, и Карен думает, что у него нет того, что нужно, чтобы оценить ее красоту, и ей жаль его. Она говорит ему, что ее исследования были признаны многими влиятельными людьми, и эта девушка прошла проверку, поэтому она не собирается упускать ее. Селена просыпается и говорит, что не может поверить, что она сделала все это только ради этого, а Карен думает, что ее лекарство нужно улучшить. Селена спрашивает, обманывала ли она других людей, которых убила, так же, как обманула ее, и Карен не придает этому значения, говоря, что они все равно были обречены на борьбу. Она говорит, что они должны быть благодарны ей за то, что она нашла им лучшее применение. А Селена думает, что Гуда была права насчет нее. Затем Далан говорит ей, что у негодяев всегда длинный язык, и показывает ей наушник, который передает
издает звук, и Гуда слышала все об ее ужасных поступках. Оливия, Гуда и Кристина взрывают стену вместе с другими солдатами, и Кристина рада видеть, что с Даланом и Селеной все в порядке. Она говорит, что была удивлена, когда узнала, что они были приманкой, и Гуда приказывает солдатам схватить Карен. Когда солдаты окружают ее, Оливия говорит, что она, должно быть, планировала заявить, что за похищениями стоит Селена, и ей пришлось убить ее, потому что она сопротивлялась. И теперь она может использовать ее останки по своему усмотрению. Кристина не может поверить, что Карен опустилась до убийства, чтобы сохранить свою красоту и жизнь, а Карен говорит им, что они никогда не поймут ее, потому что они родились с красивой внешностью. Она говорит, что ей было нелегко добиться такой красоты, и мы видим, что в детстве Карен была уродливее большинства. Она была очарована красотой, но у нее ее не было, поэтому она воровала ее у тех, у кого она была. Она брала все, что считала красивым, и присваивала себе, а потом встретила группу людей, которые оценили ее старания. Ее деятельность стала еще масштабнее, и она продолжала стремиться к красоте. В настоящем она злится на Оливию за то, что та принижает ее старания и говорит, что покажет им плоды своих 300-летних исследований. Затем она превращается в гротескное существо, совсем не похожее на себя красивую, и пытается схватить Селену, но Далан уворачивается и уносит ее. Кристина удивляется, что с ней происходит, а Далан объясняет, что это слияние тел, и она собрала вместе части разных существ с помощью магии. Он думает, что она действительно заключила сделку с дьяволом, и Карен говорит всем, что она очень красивая, но даже ваша бабушка была бы красивее ее. Она говорит, что хочет, чтобы Селена стала частью ее красоты, и нападает на солдат, но Селена использует свои проклятые глаза, чтобы остановить ее. Оливия приказывает солдатам убираться, и Карен удается вырваться из-под действия проклятых глаз Селены. Она пытается напасть на нее, но Кристина спасает Селену, отрубая Кейрану пальцы. Карен мгновенно регенерирует и снова пытается напасть на Кристину, но та отбивает ее атаку, и Карен злится на нее за то, что она причинила ей боль, и атакует ее. Гуда удивлен ее мощной атакующей магией, и Оливия думает, что им нужно что-то предпринять, но она не знает, что именно, ведь она не может использовать фей под землей. Далан тем временем чертит магический круг и говорит Кристине, что теперь он все возьмет в свои руки. Увидев круг, Оливия понимает, что он собирается использовать высшую магию, и замечает еще один магический круг, который служит барьером. Далан спрашивает Карен, довольна ли она теперь, и та отвечает, что обрела красоту, а это именно то, чего она хотела. Далан говорит ей, что она никогда не сможет обрести красоту своими окровавленными руками, и атакует ее, заключая в магический барьер и используя высшую магию. Атака выводит ее из строя, и Селена рада, что с Даланом все в порядке. Затем сцена переключается на Селену, которая учится, и она говорит, что у нее сейчас голова взорвется, поэтому Далан разрешает ей сделать перерыв. Он говорит, что она должна уметь выражать свои мысли на бумаге, и добавляет, что ему не терпится увидеть, что она напишет. Селена извиняется, ведь все это произошло из-за того, что она использовала свои проклятые глаза, и теперь он вынужден оставаться с ней в особняке. Далан не возражает, и к ним заходит Кристина, интересуясь, есть ли у Селены какие-нибудь успехи. Селена говорит, что у нее кружится голова, но Далан отмечает, что она стала намного лучше, чем раньше, и думает, что Далан хороший учитель. Селена говорит, что ее больше впечатляет то, что Кристина может каждый день так усердно учиться, и тут в особняк приходит Оливия и Гуда. Гауда извиняется за то, что не пришел раньше и не помог им в этом деле, но они не возражают, ведь это помогло поймать преступника. Далан говорит, что был очень удивлен, когда Гауда предложил им выступить в роли приманки, чтобы расследовать это дело, и объясняет, что они смогли избежать отравления только благодаря противоядию, которое дал им Магуру. Гауда говорит, что генералу правительства стыдно за то, что его собственный маг совершал такие преступления, и отдает Селене какие-то документы. Он объясняет, что один из них – это ее разрешение на пребывание в Гуале, а второй – ее регистрация, и теперь она сможет жить в деревне Варен без проблем. Селена рада это слышать, а Гауда говорит, что они с самого начала поняли, что она добрая душа, и извиняется за то, что заставил ее ждать. Селена думает, что сейчас Гауда совсем не похож на того, каким она его впервые увидела, и Далан говорит, что его трудно не любить. Оливия сообщает, что с ними хотят встретиться, и сцена переходит к встрече с Данзелем, который оказывается сыном старушки Магуру. Он знакомит его с Селеной, и Данзель говорит, что его мать рассказывала о них в своих письмах. Он говорит, что директриса тоже рассказывала им об их подвигах и предлагает показать город. Затем сцена переходит к главной улице, и Данзель говорит, что здесь можно купить практически все, что угодно. Один из проходивших мимо детей роняет фрукт, и Селена поднимает его и отдает мальчику,
но его мать, увидев Елену, начинает паниковать, и все остальные тоже пугаются. Далан пытается успокоить ее, но с Селеной все в порядке, и она говорит, что им нужно пойти купить подарки для жителей деревни. После того, как они закончили покупки, Далан благодарит Гуду за все, и тот отвечает ему тем же. Далан просит Дензела как-нибудь приехать в деревню, и перед тем, как уйти, Дензел спрашивает, не хочет ли он поступить в академию. Он упоминает, что они с директрисой уже говорили об этом, и что его магические способности необычны. Он говорит, что было бы обидно, если бы они пропали даром, и Далан принимает приглашение, но говорит, что у него много дел в деревне. Дензел советует ему не торопиться и подумать об этом, а Оливия шепчет ему, что у него драконья душа, и что ему нужно расширять свои знания, если он хочет использовать свои силы, чтобы помогать другим. Дензел говорит, что если он хочет защитить свою любимую деревню, то, возможно, единственный способ сделать это – уехать оттуда. Далан соглашается с ним, но пока он уезжает в карете с Селеной и Кристиной. По дороге домой Кристина спрашивает, подумал ли он над тем, что сказала Оливия, и он отвечает, что Академия его заинтересовала. Но он чувствует, что ему еще многое нужно сделать в деревне. Кристина думает, что он, должно быть, очень любит свою деревню, и она понимает, почему. Далан говорит, что после того, как он увидел Галаа, он понял, что его деревня – крошечное и отдаленное место, но он спрашивает Кристину, что она думает. Она соглашается с ним, что в деревне нечему учиться, а Академия может помочь ему расширить кругозор. Далан думает, что учеба в Академии – это хороший вариант, и Селена не очень этому рада. В другом месте мы видим эльфа, который замечает в лесу армию монстров и с ужасом думает, что происходит. Мы видим, что армия пришла через телепортационные врата, а с другой стороны какие-то жуткие существа. Затем монстры нападают на эльфа в лесу, и другой эльф приходит проверить, что случилось. Он видит, что его друг мертв, и спрашивает, что это за существа, но монстр нападает и на него. Позже мы видим двух эльфов, которые идут по лесу и видят множество мертвых эльфов. Они находят одного эльфа, который едва жив. Они спрашивают его, что случилось, и он говорит, что это была орда монстров. Он умирает. Другой эльф думает, что нужно рассказать об этом вождю племени, и сцена переключается на Кристину и Долана, которые учат детей фехтованию. Селена смотрит на Долана, пока он учит детей, и вспоминает, как директриса пригласила его в академию. Она думает, что он может когда-нибудь уехать от нее далеко, и, отвлекшись от своих мыслей, замечает, что дети играют с ее хвостом. Она злится на них, и они убегают, а она гонится за ними. Далан рад, что Селена постепенно становится частью деревни, и надеется, что так будет и дальше. Кристина подходит к нему и говорит, что хочет сходить в лес, и Далан спрашивает, зачем ей это. Она объясняет, что слышала, что в лесу вокруг деревни видели опасных животных, и Далан говорит, что не стоит ходить в лес без веской причины. Кристина говорит, что у нее есть причина, и упоминает, что Альберт недавно не смог вывести свиней на пастбище. Далан понимает, что она хочет охранять свиней, пока они пасутся, и, не имея другого выбора, соглашается. Затем сцена показывает Долана, Кристину, Балина, Селену и нескольких солдат в лесу с свиньями, и Селена замечает, что солдаты одеты в доспехи. Далан объясняет, что в лесу видели зверей, которых обычно здесь не бывает, и поэтому они очень осторожны. Он думает, что с ним, Селеной и Кристиной не должно быть никаких проблем, и Кристине нравится природа вокруг. Селена соглашается, и свиньи начинают пастись. Пока свиньи пасутся, Балин и солдаты патрулируют территорию, и одна из свиней сбивается с пути. Солдат бежит за ней, но не может найти свинью. Вскоре свинья летит прямо на него, оставляя на себе следы когтей, и солдаты пугаются, увидев перед собой тигра с острыми клыками. Когда тигр прыгает на него, чтобы напасть, Балон бьет его по голове, а сам просит солдата быть начеку, но тот не слушает его совета и подвергается нападению другого монстра. Остальные слышат его крик, и когда они подбегают к нему, то видят раненого Балона и испуганного солдата. Балон просит их держаться подальше, но Далан просто атакует монстра энергетическим зарядом, и хотя это наносит монстру урон, этого недостаточно, чтобы его убить. Кристина спрашивает, что это за монстр, и Далан отвечает, что это не монстр, а демон. Это низкоранговый разведчик демонов, и его зовут Десерт. Он говорит, что может он и низкоранговый, но очень быстрый и сильный. Кристина удивляется, откуда он так много о них знает, и он отвечает, что читал о них в книге. Затем он говорит, что прижмет демона к земле, и просит Кристину убить его. Она понимает, и он прижимает монстра энергетическим зарядом, пока Кристина рубит его на куски. Затем Далан просит ее не рассказывать жителям деревни о демоне, и сцена переносится на ночь в деревню, где Далан и остальные ждут новостей о Балоне. Многие люди с нетерпением ждут, когда им сообщат, что с Балоном все в порядке и что о нем заботится Магуру и Мию.
Все рады это слышать, и жители деревни не могут поверить, что Далан и остальные столкнулись с неизвестным монстром на спине тигра-оборотня. Кристина спрашивает, часто ли здесь появляются такие монстры, но староста говорит, что впервые о таком слышит, и упоминает, что Бален – самый сильный воин в деревне. И он не может поверить, что даже он был ранен этим чудовищем. Далан считает, что демон – это большая проблема, и спрашивает, что же на самом деле происходит в лесу. Затем в комнату заходит Магуру и сообщает, что Бален очнулся. Она думает, что с ним все будет в порядке, но его ранил не тигр, а какое-то другое существо. Она считает, что это не могло быть обычное животное, и Далан спрашивает, не происходит ли в лесу что-то странное. Он предлагает пойти и выяснить, так ли это, но Магуру говорит, что они должны научиться жить в гармонии с природой, даже если она ведет себя иначе. Она упоминает, что они живут в гармонии с природой и возвращаются к ней в конце, а Далан говорит, что понимает это, но бросать вызов природе – это тоже в духе людей. Он просит ее позволить ему пойти и все разузнать, и она соглашается, но не хочет отпускать его одного. Кристина предлагает пойти с ним, но староста не разрешает ей, потому что не сможет показаться на глаза директрисе, если с ней что-то случится. Селена предлагает пойти вместо нее и говорит, что может использовать свою магию и проклятые глаза, чтобы помочь ему. Далану не нравится эта идея, но, видя ее решимость, он соглашается. Он говорит недовольной Кристине, что это их деревня, и просит ее позволить им самим разобраться со своими проблемами. Шеф согласился позволить им двоим провести расследование, но попросил их позаботиться о своей безопасности, и Далан пообещал, что они вернутся целыми и невредимыми. Затем сцена переключается на Долана и Селену, которые на следующий день отправляются в лес. Далан думает, что у них уже давно не было возможности побыть наедине. Селена соглашается, и это заставляет ее смутиться и почувствовать неловкость. Она думает, что не должна отвлекаться на это, и решает показать Далану, насколько она полезна в бою. Когда они собираются войти в лес, выходит Кристина и говорит, что просто хотела прогуляться по лесу. Далан понимает, что она хочет пробраться в лес вместе с ними, и напоминает ей, что шеф запретил ей покидать деревню. Он думал, что она согласилась с его решением, но Кристина говорит, что Далан обещал сам разобраться с проблемами деревни, но она тоже хочет помочь жителям Варена, которые ей дороги. Далан соглашается взять ее с собой, и Селена тоже не против, потому что она чувствует то же самое. Затем мы видим, как они сражаются с паукообразным монстром в лесу и побеждают его, но вокруг них появляются похожие монстры, и после недолгой битвы они побеждают и их. Затем перед Кристиной появляется похожий на гориллу монстр с угрожающим видом, но Селена успокаивает его, дав ему фрукт. Увидев фрукт, монстр извиняется за то, что напугал их, и Селена протягивает ему фрукт. Глядя на это, Кристина думает, что никогда не видела такого послушного монстра, и спрашивает Долана, всегда ли он такой. И еще больше удивляется, когда видит, что Далан окружен маленькими монстрами. Даже Далан не понимает, почему они так к нему привязались. Затем сцена переключается на то, как они завтракают с монстрами. Когда они начинают есть, Кристина спрашивает остальных, не боятся ли они монстров, и Селена напоминает ей, что она тоже монстр. Кристина почти забыла об этом, и Селена надеется, что все остальные такие же, как она. Далан достает немного джема, и Селена спрашивает, не Мию ли его приготовила. Далан отвечает, что да, и Селена тоже пробует. Затем один из монстров подходит к Кристине, и Селена советует ей покормить его. Кристина так и делает, и пока монстр ест, гладит его по голове. Селена говорит, что монстры просто были голодны и, наверное, пытались напасть на них, потому что не могли найти еду. Далан удивлен, что таких сильных монстров прогнали с их территории, и думает, что гигантский паук, возможно, такой же, как они. Кристина соглашается, что так оставлять нельзя, и начинает есть сэндвич. Ей очень нравится, и Далан говорит, что хлеб испекла его мама, а отец научил его сушить и обрабатывать мясо. Он считает, что иногда полезно есть такую еду, и Кристине все больше нравятся монстры, когда она на них смотрит. Селена думает, что Кристина выглядит очаровательно, когда ест, и Далан соглашается, что в ней есть какая-то притягательная сила, и это смущает Кристину. Селена спрашивает, в чем секрет ее очарования, чтобы она тоже могла понравиться Далану. Она говорит, что это поможет ей стать привлекательнее и найти мужа, но Кристина не знает, что ответить. Селена спрашивает, хочет ли она сохранить это в секрете, и Далан говорит, что ей это не нужно, потому что она и так очаровательна. Селена не понимает, что он имеет в виду, и ей кажется, что Далан хочет на ней жениться,
и ей больше не нужно искать мужа. Она думает, что Далан никогда не давал ей повода так думать, и гадает, не стеснялся ли он. Селена не знает, как реагировать, и тут Далан и Кристина что-то чувствуют. Рядом с ними приземляется фея, пойманная в шар, и Селена спрашивает, что она здесь делает. Фея слабым голосом просит их бежать, но они не слышат, и на них нападает демон-разведчик. Далан и Кристина готовятся к бою, а Селена прогоняет других монстров. Кристине удается победить демонов, но появляются еще, и Далан уничтожает двоих с помощью энергетического луча. Кристина тоже побеждает одного, и пока Далан готовится к бою с демоном, другой прыгает на него. Далан побеждает первого, а затем превращает руку в драконью, чтобы разорвать второго. К счастью, никто этого не замечает, а тем временем монстр чуть не напал на Кристину, но Селена спасла ее, используя свою магию, чтобы уничтожить монстра. Кристина поблагодарила Селену за помощь, а та ответила, что в этом нет необходимости, и Далан сказал, что ее скромность делает ее еще очаровательнее. Затем они поговорили с феей, и та поблагодарила их за помощь, спросив, не люди ли они, и Аламия подтвердила это. Они представились друг другу по очереди. Фея представилась как Мёрл и сказала, что ее преследовал солдат-демон. Далан подумал, что это те самые солдаты, которые изменили лес, и предположил, что зерты — это разведчики, и скоро появятся более могущественные демоны. Кристина спросила Мёрл, может ли она рассказать им, что происходит в лесу, потому что они здесь, чтобы выяснить причину изменений. Мёрл сказала, что у них большие проблемы, и она очень благодарна за предложение. Далан спросил, что она имеет в виду под «мы», и тут их окружили. Кристина попыталась вытащить оружие, но Далан остановил ее, почувствовав, что люди, окружившие их, не демоны, потому что они не проявляли враждебности, а просто опасались их. Увидев это, он бросил оружие, Кристина последовала его примеру, а Селена закрыла глаза. Затем появились эльфы, и их лидер по имени Гео попросил Мёрл отойти от людей и подойти к нему. Мёрл сказала лидеру эльфов, что эти люди спасли ее, и он это знает. Селена говорит Далану, что они зашли в эльфийский лес, но он говорит, что все будет хорошо, потому что они здесь не для того, чтобы сражаться. Он просит их обоих спрятаться за ним, и когда они это делают, к ним подходит Джио. Сначала он благодарит их за помощь, которую они оказали его другу Мёрлу, но говорит, что лес Энти принадлежит эльфам, и спрашивает, зачем они сюда пришли. Далан объясняет, что в окрестностях их деревни начали появляться какие-то странные монстры, и они подумали, что в лесу что-то происходит, поэтому пришли сюда, чтобы разобраться. Но теперь он понимает, что сначала нужно было спросить разрешения. Джио знает, что не может винить Долана за то, что тот пришел сюда по этой причине, но просит его немедленно уйти, потому что сейчас в лесу очень опасно. Далан понимает, что он говорит о войсках демонов, и видит, что они появились и в его деревне. Джио объясняет, что они сейчас сражаются с армией демонов в лесу, и пытается уйти, потому что у него есть более важные дела. Но Кристина спрашивает, как они справляются с этой угрозой. Она интересуется, достаточно ли у них сил, и сообщили ли они об этом королевству, и начинает флиртовать с Джио, спрашивая, в безопасности ли его деревня. Далан и Селена успокаивают ее, но Кристина отказывается сдаваться, говоря, что даже одно из этих существ опасно, а они имеют дело с целой армией. Она спрашивает Джио, в опасности ли его деревня, и предлагает помочь. Услышав это, эльфы перестают опасаться их и опускают оружие, а Кристина извиняется за свою вспышку. Селена говорит, что не стоит волноваться, ведь она знает, что Кристина просто беспокоится за этих ребят, а сестра Джо Фио считает, что эти люди кажутся хорошими. Мёрл подтверждает, что так и есть, и они смогли легко победить солдат демонов. Остальные соглашаются, ведь Кристина хорошо владеет мечом, и они думают, что могут доверять этим ребятам. Далан считает, что сейчас сила характера Кристины помогает им, и он кажется обеспокоенным, когда эльфы упомянули армию демонов. И думает, что это значит, что зерты не просто так оказались здесь, а что между демоническим царством и лесом Энти есть портал. Он знает, что когда портал полностью откроется, сюда придут еще более могущественные демоны, и решает уничтожить портал. Даже если для этого придется раскрыть всем свою драконью сущность. Затем он говорит Джо, что у него есть предложение, и упоминает, что эльфы сами не справятся. Он знает, что принятие помощи от них может нарушить законы эльфов, но надеется, что они позволят это временно. Джо не уверен в этом, но его сестра Фио говорит, что понимает его сомнения, ведь он их лидер. Но сейчас важнее всего безопасность деревни. И нарушение законов – это ничто, если они смогут выжить. Она и другие эльфы соглашаются довериться этим людям, и Джо принимает их помощь.
Он предупреждает их, что это может быть опасно для их жизни, но Далан не возражает, и когда они уже собираются пожать друг другу руки, они замечают, как откуда-то из леса исходит поток темной энергии. Далан чувствует это и говорит, что портал полностью открылся, и мы видим, как из него выходят 3 могущественных демона. Чувствуя их присутствие, Джио решает, что им нужно поспешить и вернуться в деревню, и Далан использует заклинание ветра, чтобы увеличить их скорость. И они начинают двигаться в сторону деревни. Тем временем девушка-демон по имени Эфразия думает, что на поверхности не так уж плохо, и говорит, что они втроем будут служить авангардом, расчищая путь для своего могущественного правителя, чтобы он смог заполучить антиигдрасиль. Джордж все еще не пришел, и Эфразия думает, что он должно быть задержался из-за своего низкого уровня маны. Геод предлагает поиграть, пока он не придет, и Эфразия предлагает устроить соревнование, кто первым найдет эльфов, и тот, кто их найдет, сможет их убить. Джирен не согласен с этим, так как его не интересуют слабаки, но Геод в восторге от этой идеи и уходит, думая, что устроит ад. Затем Эфразия говорит, что здесь очень приятно пахнет, и упоминает, что любит запах цветов, потому что это вызывает у нее желание подарить им свою любовь. Затем сцена переключается на деревню эльфов, которую атакуют зерты, и эльфы не дают им проникнуть, убивая их стрелами, но зертов не остановить. Затем они замечают Герода, стоящего позади цертов, и Герод говорит им, что он первый из 4 рыцарей демонов, и его атака станет сигналом к началу войны. Затем он нападает на деревню и одним ударом разрушает ее защитную стену. Тем временем Далан и остальные на полной скорости бегут к деревне, и Джио получает сообщение от духов, что с севера на деревню напали враги. Он думает, что это должно быть демоны высокого уровня, о которых говорил Далан, и Далан говорит, что им нужно спешить. Джио предлагает зайти в деревню с юго-запада и укрепить оборону, но они встречают цертов, поэтому решают с ними сразиться. Тем временем Геарут с удовольствием слушает крики эльфов, когда нападает на них, и пытается убить одного из них, но его останавливают какие-то лианы. Он не понимает, что происходит, и на лианах распускаются черные розы. Тот, кто это сделал, просит эльфа бежать, и Геарут говорит, что одних лиан недостаточно, чтобы его остановить, но он все равно не может пошевелиться. Затем он понимает, что розы поглощают его ману, чтобы расцвести, и мы узнаем, что за этим стоит дух по имени Диодора. В это время мы видим, как Гео и остальные сражаются с десертами, и Далан использует энергетический дождь, чтобы уничтожить сразу несколько. Селена замораживает некоторых из них с помощью своих глаз, а Кристина атакует их мечом. Затем Гео использует свою магию, чтобы расчистить деревья и открыть им путь, и эльфы проходят по нему. Он говорит Далану и остальным, чтобы они тоже поторопились, но Далан считает, что сначала нужно выиграть время, и дает 2 другим кристаллы чистой магии, чтобы они использовали их для мощных заклинаний. Селена вспоминает, что они нашли эти кристаллы на болоте, и девушки используют их, чтобы сотворить мощные заклинания земли и ветра, уничтожив множество демонов. Далан думает, что не должен отставать от них, и использует фирменную взрывную магию Мегумин, вызывая мощный взрыв. Джио впечатлен их силой и думает, что хочет еще больше полагаться на них, увидев их мощь. Далан говорит, что они устроили это шоу, чтобы он увидел, на что они способны, а в деревне Диодора спрашивает Геаруда, знает ли он, какие грехи совершил. Она говорит, что он оставил после себя раздавленных насекомых и растения, а еще он убивал животных и лишал жизни тех, кто называет этот лес своим домом. Она говорит, что он совершил столько грехов, что их не сосчитать, а Геарут отвечает, что не считает это грехом. Для него слабость – это самый большой грех, и те парни погибли только потому, что были слабыми. Геодора не хочет больше слышать ни одного его слова и говорит, что он тоже совершил грех, будучи слабым в этом случае. Она говорит, что его появление в этом мире само по себе было грехом, и пытается нанести последний удар, но Рафазия использует свои силы, чтобы заставить ее лозы засохнуть. Затем на сцену выходит Рафия, представляется и говорит, что пора начинать игру. Тем временем мы видим, что Далан и остальные тоже вошли в деревню, и они поражены, увидев деревню среди деревьев, но у них нет времени любоваться этим зрелищем. Поэтому они продолжают свой путь. Возвращаясь к битве, мы видим, как Жиру говорит Рафии, что ему не нужна ее помощь, и он сам справится с ситуацией. Она знает, что он блефует, и говорит ему, что его долг – идти вперед и нарываться на неприятности. Геода утверждает, что его долг – убивать врагов, но она говорит, что он единственный, кто в это верит. Затем она спрашивает Геодору, готова ли она к драке, и видя, что они объединились, Геодора решает позвать своих друзей и просит духов цветов прийти ей на помощь, но они не отвечают. В этот момент с неба начинают падать цветы, и Рафрения говорит, что по пути сюда она встретила несколько цветочных духов и немного поиграла с ними. Она упоминает, что духи цветов увяли от боли, и объясняет Геодоре, как каждый из них страдал до последнего вздоха.
Геодора злится, услышав это, и Рафрения говорит, что духи взывали к Геодоре, прося о помощи, но она прокляла их всех до смерти. Затем Геодора атакует ее своими лозами, злясь на нее за то, что она напала на ее семью, и Рафрения думает, что она злится на нее без причины. Она говорит, что все цветы борются между собой за питательные вещества в почве, и она должна радоваться, что теперь им меньше приходится конкурировать. Она говорит, что они должны быть благодарны ей за то, что она сделала, но все равно злятся на нее. Гидора решает заставить их заплатить за это. Она снова атакует Эвфразию своими лозами, но та защищается с помощью своего барьера и заставляет лозы засохнуть, объясняя, что она тоже дух цветка. Но ее цветок не растет в таком райском месте. Она говорит, что она дух цветка из мира демонов, который питается только кровью и жизнью, и называется он Рафра. Она говорит, что все живые существа существуют для того, чтобы кормить ее и помогать ей цвести. Она снова уничтожает лозы Диодоры, говоря, что Диодора не должна ожидать другого результата, потому что она снова и снова использует один и тот же прием. Диодора снова атакует ее, но ее лозы снова уничтожают их, и она пытается еще раз, но на этот раз успевает поцарапать лицо Эвфразии, прежде чем ее лозы засыхают. Она говорит Эвфразии, что нужно помнить, что чем красивее роза, тем острее у нее шипы, и надеется, что Эвфразия запомнит это. Увидев свое изуродованное лицо, Эвфразия злится и отказывается прощать Диодору, говоря, что она заплатит за это. Диодора говорит, что она уже решила убить их всех, и Грут, устав ждать, нападает на нее, хотя Эвфразия говорит, что ее цель Диодора. Диодора использует свои лозы для защиты, но Грут прорывается сквозь них, говоря, что ее лозы не сработают, если не застанут его врасплох. В это же время Эвфразия нападает на Диодору, отбрасывая ее в сторону, и Диодора замечает, что ее мана тоже поглощена. Затем Эвфразия и Георут пытаются нанести Диодоре последний удар, и Диодора понимает, что сейчас она не может умереть, потому что ей еще нужно отомстить за своих драгоценных цветочных духов. В этот момент Далан выпускает энергетический дождь на демонов, останавливая их атаку, и выходит, чтобы сразиться с ними лицом к лицу. Георут и Фрезия удивляются, кто этот парень, и Далан протягивает руку, чтобы помочь Диодоре встать, но прежде чем она успевает ее взять, Георут нападает на него. Его останавливает Кристина, которая появляется вовремя, и Далан тоже нападает на него, но Грут уклоняется, оставляя на нем небольшой порез, а затем нападает на него сзади. Но ее останавливает стрела, выпущенная в нее, и хотя она ловит стрелу, она все равно отлетает. Она злится на это, и Далан говорит ей, что она должна была ожидать, что в нее будут стрелять, когда она вошла в эльфийскую деревню. Лучники готовятся выстрелить в нее снова, но прежде чем они успевают, по всему лесу проходит землетрясение, и портал демонов снова начинает реагировать. Увидев это, Эвфразия думает, что Джордж наконец-то здесь, и мы видим, как из портала выходит изуродованное существо. Джиро не хочет, чтобы Джордж испортил ему веселье, поэтому он решает убить всех здесь, прежде чем тот доберется до них, и демонстрирует свою ауру. Но его отвлекает внезапная вспышка другой ауры, которую он чувствует. Диодора понимает, что это исходит от Ламии, и Кристина рада видеть, что Селена наконец-то здесь. Затем Селена направляется к врагам, злясь на них за то, что они причинили боль эльфам и духам, и произносит заклинание. Из-за заклинания появляется семиглавая змея, и Эвфразия пытается поглотить заклинание, чтобы усилить свою магию, но Далан этого ожидал, поэтому он взрывает ее заклинанием. А Диодора помогает, атакуя ее своими лозами. Она говорит ей, что она должна знать свое место как демонический цветок, а тем временем мы видим, что Селене удалось удержать Джорию с помощью своей семиглавой змеи. Далан говорит ей, что он сам разберется, используя магию земли и огня, чтобы создать раскаленное копье, но вместо того, чтобы бросить его в Джорию, он бросает его в другого врага, который прятался неподалеку. Враг выходит из укрытия, и мы видим, что это Джен, и он просит Селену сразиться с ним. Далан думает, что это не та аура, которую он почувствовал раньше, и Джорию удается освободиться, когда Селена отвлекается на Джена. Он говорит Джену, что эта девушка его добыча, и пытается напасть на нее, но Кристина спасает ее, отражая его удар. Джорию удивлен, что у нее хватило сил противостоять ему, и думает, что Кристина суперчеловек. Кристина понятия не имеет, о чем он говорит, думая, что он просто оправдывается, но она рада, что он наслаждается ролью злодея. Затем она пробуждает свой меч, произнеся его имя Эльспада, и на мече появляются надписи, раскрывающие его истинную форму. Кристина бросается на него, уворачиваясь от ударов, и ей удается ранить его ножом. Георуде удивлен, что человек способен нанести ему такую рану. Он клянется разорвать ее на миллион кусочков, готовится к атаке и снова бросается на Кристину. Тем временем Селена использует свою магию земли, чтобы удержать Джерина,
и говорит Далану, что может сама справиться с этим демоном. Она использует на нем проклятый взрыв, думая, что это нанесет ему хоть какой-то урон, но Джирену это не вредит, и он освобождается от ее пут. Затем Селена снова призывает свою семиглавую змею и связывает ею Яна, заставляя всех думать, что она не владеет магией, ведь она только и делала, что связывала людей. Яна это не трогает, и он говорит, что это ничто по сравнению с тем, что могут сделать змеи, и просит ее задушить его до смерти. Селена не хочет никого убивать, и он удивляется, что она колеблется, несмотря на то, что унаследовала проклятие змей. Он разочаровывается в ней, говоря, что ей не стоит выходить на поле боя с половинчатым решением, и ему удается легко освободиться от змей, нападая на Селену. Но Далан перехватывает его, отправляя в полет заряженным энергией ударом кулака. Елен удивлен его силой, и Далан говорит, что битва почти окончена, но тут вмешивается Джордж, спрыгивая сверху. После эффектного появления Далан понимает, что это четвертый и последний член отряда. И его товарищи-эльфы сообщают ему, что они уничтожили большую часть демонических войск к западу от деревни. Он спрашивает Джио, как обстоят дела здесь, но Джио слишком потрясен ужасающей манерой Джорджа, чтобы ответить. Затем Джордж извиняется перед Джилл Лен за то, что вмешался в битву, но Джилл Лен не возражает, и Далан думает, что Джордж кажется сильнее остальных. Он замечает, что у этого парня воинственная аура, в отличие от остальных, которые просто хотят мучить людей. Он жаждет битвы, и Джордж впечатлен тем, что Далан не только не боится их, но и может ранить. Он рад, что встретил такого сильного противника, и уверен, что это будет интересно. Затем Далан нападает на него и спрашивает, как его зовут, чтобы Джордж запомнил. Джордж вспоминает, что встречал кого-то с таким же именем, но уверен, что Далан никак не связан с тем парнем. Затем он нападает на него, но Далан отражает атаку с помощью драконьей силы, и Джордж чувствует что-то странное в нем. Далан отступает, думая, что Джордж заметил его драконью ауру, но решает, что это не важно, и снова нападает, оставляя вмятину на щите Джорджа. Затем Джордж снова атакует Долана, но тот отступает, блокируя его атаки, и использует на нем заклинание взрыва, но Джордж успешно блокирует его. Далан объясняет, что Джордж просто прикрылся щитом и мечами, чтобы принять на себя основной удар взрыва, а Селена и Кристина в шоке от того, что Далан так легко одолел демона. Теодора тоже удивляется, кто этот человек, а сам Джордж поражен, что Далан так силен, несмотря на то, что он человек. Далан понимает, что Джордж не демон, а бывшее божество, и спрашивает, не падший ли он бог. Джордж удивлен, что человек может быть таким проницательным, и думает, что у Долана тоже есть какая-то тайна. Далан говорит, что не хочет раскрывать ее здесь, и думает, что не сможет победить этого парня в человеческом обличии, но если он использует свою драконью силу в полную мощь, то весь этот район будет разрушен. Джордж говорит, что им не стоит тратить время на разговоры, и предлагает сразиться на мечах, шутя, что он может говорить больше на мечах, чем ртом, ведь у него их целых 3. Затем он нападает на Долана, но тот блокирует удар, и Джордж продолжает атаковать, а Далан защищается, уклоняясь от каждого удара. Ему удается нанести удар, но он слишком слабый, чтобы причинить какой-то реальный вред, и Джордж рад, что у него такой захватывающий бой. Затем он накапливает ману для следующего удара, и в это время Грут и Юфразия нападают на Долана, говоря, чтобы он не забывал о них. Кристина и остальные пытаются помочь ему, но Ян останавливает их, и Юфразия с Грудом атакуют Долана, но Далан отражает их атаки мечом и крыльями дракона, создавая мощный порыв ветра и отражая удары. Затем он поражает их обоих энергетическим разрядом, и Джордж извиняется за то, что они вмешались, но говорит, что знал, что Далан не пострадает. Затем он черпает силу из небес и земли, чтобы нанести мощный удар, и говорит, что признает Долана достойным противником, если тот сможет отразить эту атаку. Он использует свой последний прием, 3 демонических клинка света, и Селена беспокоится за Долана, но тот лишь улыбается ей, заставляя ее неправильно истолковать его намерения. И вместо того, чтобы уклониться от атаки, он демонстрирует свои способности, разрезая ее. Джордж смеется, видя его силу, и думает, что оно того стоило заключить этот глупый контракт и прийти сюда. Далан, раздраженный тем, что он наслаждается боем, говорит ему, что он здесь не для того, чтобы развлекать его. И заметив, что Далан беспокоится о своих друзьях и не выкладывается на полную, Джордж заявляет, что он устал. Он говорит, что Далан не может всерьез сражаться с ним, беспокоясь о последствиях, и предлагает эльфам выбор – сражаться до смерти или присоединиться к ним и жить дальше. Он говорит, что пока отзовет свою армию и даст им 3 дня на раздумье, а потом вернется со своей армией. Он надеется, что они разумно используют это время, чтобы обсудить все, и говорит другим лидерам, что пора заканчивать.
Затем Джен говорит Селене, что проявлять сострадание к врагу – это больший грех, чем поражение. А Гео грубо отвечает, что не забудет унижение, которое ему пришлось пережить сегодня. Кристина говорит ему, что она не будет такой, и когда они уходят, Евфразия сообщает Диодоре, что сама ее убьет, и в конце концов та будет молить о смерти. Диодора отвечает, что она сама отомстит ей, и Джордж говорит Далану, что через 3 дня они не будут никого щадить. Далан обещает показать ему, на что он способен, и Джордж, удивленный, улетает. Возвращаясь, он говорит, что не ожидал, что ему придется сражаться с Даланом лично, и намекает, что откуда-то его знает. Селена обнимает Долана, радуясь, что с ним все в порядке, и говорит, что он ее напугал, когда улыбнулся ей. Далан просит ее успокоиться, потому что с ним все в порядке, и спрашивает, как она и Кристина, но с ними тоже все хорошо. Кристина говорит, что у нее к нему много вопросов, но решает отложить разговор на потом, потому что у них есть более важные дела. И Далан понимает, что Гео и эльфы хотят с ним поговорить. Затем Гео ведет Долана к старейшинам деревни, и по дороге они замечают, что эльфы смотрят на них с ужасом. Далан думает, что ничего не поделаешь, раз они пришли в неудачное время, и им придется завоевывать их уважение своими поступками. Затем они входят в комнату вождя, и тот спрашивает Джио, о ком он говорил. Джио подтверждает, что это они, и благодарит их за спасение Мерла, представляясь как Дио. Он упоминает, что кроме него здесь еще Сиен, Арахна и Влак, Человек-волк. Далан понимает, что это должно быть вожди разных племен, живущих в этом лесу, и Дио упоминает, что слышал, что Далан обладает силой, намного превосходящей силу обычного человека. Он упоминает, что им также было бы полезно узнать мнение эльфа, живущего в городах людей, и мы узнаем, что он говорит об Оливии, которая входит в комнату и здоровается со всеми. Затем Оливия благодарит Долана за помощь, которую он оказал ей на днях, объясняя, что она эльф, родившийся в этой деревне, и много лет назад уехала отсюда, чтобы жить в большом мире. Она примчалась сюда, как только услышала новости, и Влад замечает, что они уже знакомы с Оливией. Затем Дио продолжает собрание, говоря, что они не собираются ждать 3 дня, которые им были предоставлены, и что завтра, когда солнце будет в зените, они соберут свои силы и отправятся уничтожать портал в демоническое царство. Это заставит демонов уйти, и Алсиан объясняет, что демоны могут оставаться здесь только благодаря энергии, которую дает им портал. Если они уничтожат портал, то не смогут больше здесь находиться или вернуться сюда впоследствии. Влаак говорит, что это даст лесу время очиститься, а Далан выражает желание продолжить борьбу с ними, заявляя, что уже говорил об этом с Джио. Дио упоминает, что они не могут просить помощи у посторонних, а Влаак хочет сказать, что недооценивает их, но знает, что Далан обладает огромной силой, и им следует склонить головы и попросить его о помощи. Он просит Дио пересмотреть свою позицию, и все соглашаются с ними. Дио соглашается принять их помощь, и Оливия говорит, что она тоже отправила в королевство просьбу о помощи, и они прибудут не сразу. Но они должны найти способ вернуть лес, если его потеряют. Дио возлагает свои надежды на людей, и Далан чувствует его желание защитить лес, и он готов отдать этой миссии все свои силы. Он и его друзья клянутся сделать все возможное, чтобы избавить лес от этих демонов, и Диодора выходит из комнаты, пока они продолжают разговор. В другом месте мы видим, как Гео и Фразия срывают злость на демонических солдатах. Джирин говорит им, что они заходят слишком далеко, ведь солдаты не растут на деревьях. Он просит Джорджа что-нибудь им сказать, но Джордж позволяет им выплеснуть эмоции, зная, что перед предстоящей битвой их души должны быть на пределе. Джарин думает, что с ним происходит то же самое, ведь Ламия, возможно, была слишком юной и наивной, но у нее есть потенциал. Джорджу тоже понравился Далан, и он уверен, что Далан сможет дать ему ту битву, о которой он мечтал. Джарин рад за него. Он и подумать не мог, что Джордж сможет наслаждаться битвой за пределами небесных и демонических миров. Затем он замечает, что Джордж и Юфразия все еще вымещают свою злость на демонических солдатах и пытается их остановить. Мы узнаем, что Джордж понял, кто такой Далан на самом деле, и объясняет, что последний раз видел его, когда тот был в армии бога войны. Тогда они сражались с падшими богами, и Джордж был обычным солдатом в армии. Он и его группа беспокоились об Артсе, который был на передовой, и пытались вернуться к нему, чтобы проверить. Но заметили неподалеку огромного дракона и вспомнили, что его призвала сюда богиня Мираль. Они знали, что он направлялся к Артсу. И пока остальные солдаты вздохнули с облегчением, Джордж был поражен видом могучего дракона. Он думает, что Далан тот самый дракон, который когда-то уничтожил демонов и заставил их дрожать при одном упоминании его имени. Он уверен, что у него закипит кровь в жилах, когда он сразится с Даланом, и надеется, что скоро сможет вступить в бой. Потому что это было его заветным желанием с тех пор, как он в последний раз участвовал в битве.
битве. Затем мы видим, как Далан подходит к Диадоре, и она спрашивает, что ему нужно так поздно ночью. Он говорит, что искал ее, но она отвечает, что сейчас не в настроении и неизвестно, что она может с ним сделать, если он подойдет ближе. Он говорит, что просто хотел разобраться с тем, что его беспокоило, а она спрашивает, не думает ли он, что она не способна сражаться на его стороне. Она удивляется, что Далан подошел к ней, несмотря на ее предупреждение, и думает, что он странный парень. Далан уже привык к тому, что его считают странным, и говорит, что рана Диадоры еще не зажила. Она удивляется, что он видит ее насквозь, и просит показать рану. Она показывает, просит его не беспокоиться и говорит, что Далан не понимает, как она вообще могла ходить с такой раной. Он использует свою жизненную энергию, чтобы очистить и залечить рану, и Диадора начинает сомневаться, что он человек. Он говорит, что может быть он и необычный, но все же человек. Он спрашивает, не грустит ли она из-за цветов, и она отвечает, что Рафазия убила несколько очень красивых духов, и никто из них не заслужил такой смерти. Она объясняет, что поэтому она не может оставить это просто так и собирается отомстить за их души. Далан предлагает ей помочь, и она думает, что он действительно странный, но рада, что поговорила с ним, и уходит. Потом мы видим, как Тео и Мёрл разговаривают с Селеной и Кристиной, а Далан возвращается в комнату. Тео говорит, что принесла чай, и Далан садится за стол, а Селена подает ему ужин. Он понимает, что Тео принесла ей еду, и благодарит ее. Он ест и думает, что это вкусно, и что он мог бы есть это вечно. Тео рассказывает, что Кристина отреагировала так же и проглотила все за считанные секунды, попросив еще. Селена удивляется, как Кристина может оставаться стройной даже после того, как так много съела. А Кристина объясняет, что она не склонна к полноте и что она занимается спортом так же усердно, как и ест. Затем Селена замечает, что у Кристины потрясающая фигура с изгибами во всех нужных местах, и это вызывает у нее зависть. Но Тео считает, что ей нечему завидовать, потому что у нее тоже есть красивые изгибы. Они замечают, что Далан молча наблюдает за ними, пока они разговаривают, и Тео просит его перестать. Кристина считает, что мальчику его возраста это интересно, но Далан говорит, что у него не было никаких грязных мыслей, и что ей не нужно ни на кого завидовать, потому что у нее тоже хорошая фигура. Тео решает оставить эту тему, и Кристина предлагает продолжить разговор в другой раз, когда рядом не будет мужчин. Затем они решают лечь спать, и когда Селена берет грязную посуду Долана, он замечает, что у нее дрожат руки. Затем мы видим, как группа спит ночью, и Далан просыпается. Он замечает, что Селены нет в постели, и находит ее на балконе. Она спрашивает, не мог ли он тоже не уснуть, и он пытается это отрицать, но замечает, что у нее все еще дрожат руки, и притворяется, что тоже не мог уснуть. Селена предлагает показать ему что-то красивое, что она недавно нашла, и когда он подходит ближе, то видит деревню, освещенную лунным светом, пробивающимся сквозь деревья, и думает, что это прекрасно. Он уверен, что они видят это только потому, что эльфы жили в гармонии с природой на протяжении тысячелетий, и Селена слышит вдалеке звон, когда закрывает глаза, и думает, что это мило. Далан объясняет, что кузнецы, должно быть, работают всю ночь, чтобы подготовиться к завтрашнему дню, надеясь защитить своих друзей в бою. Селене становится неловко, что она назвала их преданность милой, но Далан считает, что с его стороны было бестактно поднимать эту тему. И меняет тему, говоря, что этот пейзаж действительно может успокоить душу. Затем он говорит Селене, что может быть он странный, но не бесчувственный, и упоминает, что заметил ее тревогу с тех пор, как они пришли в эту деревню после битвы. Он извиняется, что втянул ее в это, зная, что она не подходит для войны, но Селена говорит, что не боится сражаться. Тем временем в комнате просыпается Кристина, и Селена объясняет, что если бы она могла убить Джерина тогда, если бы приказала змее сжать его чуть сильнее. Но она не смогла, хотя из-за них пострадали многие эльфы и Диадора. Она знала, что демон был плохим парнем, но не смогла заставить себя убить его, и просто застыла на месте. Она думает, что должна это изменить, но не может заставить себя сделать это. Далан говорит ей, что всегда считал ламии хладнокровными чудовищами, но это было до того, как он встретил ее. Если бы она была хладнокровной ламией, он бы не принял ее в деревне, и он говорит, что ей не нужно меняться, потому что он любит ее такой, какая она есть. Селена смущается, и он дарит ей браслет. Она спрашивает, что это, думая, что это не может быть магический кристалл,
потому что в нем в несколько раз больше магической энергии, чем в любом из них. Он говорит, что это его любимая вещь, и способ ее создания – это секрет. Он сделал его, надеясь, что она будет в безопасности, и надевает ей на руку. Он говорит, что с этим браслетом она будет в безопасности в завтрашнем бою, и ей не о чем беспокоиться. В этот момент приходит Кристина и накрывает их одеялом, говоря, что они простудятся, если будут так стоять. Она думает, что несправедливо, что они вдвоем наслаждаются таким прекрасным видом, и они приглашают ее присоединиться к ним. Она соглашается, и они втроем любуются видом, думая, что хотят защитить эту деревню. Селена говорит, что больше не будет колебаться, и поможет Фео и остальным защитить это прекрасное место. Кристина присоединяется к ней, обещая уничтожить зло. Затем мы видим, как они укладывают Селену спать, и Кристина спрашивает Долана, слышал ли он когда-нибудь о суперлюдях. Долан говорит, что ничего об этом не знает, и она просит его забыть, что она спрашивала. На следующий день мы видим, как Джио обращается к эльфам и говорит им, что многие из их собратьев погибли в бою с демонами и стали частью этого леса. Но враг продолжает осквернять их лес, и он кричит от боли. Он надеется, что они не забудут свою ненависть и скорбь, и говорит, что сейчас самое время отомстить за их смерть и дать волю своему гневу. Все соглашаются с ним и радостно поддерживают его решение сражаться. Затем мы видим, как они идут к врагу, и по пути Долан вспоминает их план. Мы узнаем, что у портала демонов есть главные 3 дополнительных входа. Оливия сказала им, что эльфы во главе с ней, арахниды во главе с Алчианом и звери во главе с Влааком будут охранять каждый из входов, а отряд Джо будет их разведчиками. Их главная цель – добраться до главных ворот в полном составе, и она просит Долана и остальных спасти лес Энти, потому что жители этого леса рассчитывают на них. Затем их группа замечает энергетический луч, направленный в сторону ворот, и они направляются туда. Селена выходит из кареты на полпути, говоря Долану и остальным, чтобы они ехали дальше без нее, и заявляет, что собирается помочь Джиу и его отряду. Кристина не понимает, зачем ей идти одной, но Селена говорит, что с ней все будет в порядке, потому что теперь ее ничто не держит. Долан понимает, но надеется, что она не будет слишком напрягаться, и они едут дальше. Затем мы видим, как полулюди встречаются с Джордом, и он рад их видеть, потому что уже устал ждать. Тем временем Джорджу не терпится сразиться с Доланом, а Рафрезию тоже кто-нибудь должен вызвать на бой. Она думает, что несправедливо, что Джирену досталась лучшая защита из вспомогательных врат, и тут появляется Диадора, что поднимает ей настроение. Она не может поверить, что Диадора пришла одна, и насмехается над ней за то, что та ее недооценивает, но Диадора настроена решительно и хочет разобраться с ней сама. В то же время мы видим, как Джарен сражается с эльфами, и у них нет шансов против него. Они пытаются атаковать издалека, но он легко отбивает их атаки, как будто сражается с ребенком, но они все равно пытаются его атаковать и целятся в суставы. Но прежде чем они успевают выстрелить, они слышат голос Селены, которая просит их отступить, и она поражает Джарена заклинанием земного типа, засыпая его камнями. Селена удивлена не меньше остальных, потому что ее атака была сильнее, чем обычно, и Фео спрашивает, зачем она пришла, ведь она направлялась к главным вратам. Селена говорит, что оставила там Долана и Кристину, и они рады, что она пришла, потому что без нее они бы ничего не добились. Затем Джарен выбирается из-под камней и думает, что теперь все будет по-настоящему весело. Селена не отступает и говорит то же самое, и они оба бросаются в бой. Тем временем мы видим, как Кристина и Долан едут в карете, и Кристина надеется, что с Селеной все будет в порядке. Она думает, что все демоны были очень сильными, и знает, что Джо и его отряд будут сражаться вместе с Селеной, но все равно волнуется за нее. Долан тоже считает, что битва будет тяжелой, но он помнит, что Селена настроена решительно и решает поддержать ее. Кристина все еще беспокоится за нее и хочет вернуться, чтобы помочь, но Долан останавливает ее, говоря, что дал Селене особый магический кристалл, который поможет ей в бою. Он напоминает, что Селена сильная и вполне способна постоять за себя. Кристина на мгновение успокаивается, но потом кричит, что все равно волнуется, и водитель сообщает, что они скоро подъедут к следующим воротам. Мы видим, как Джарют уничтожает полулюдей, с которыми только что сражался, но он недоволен, потому что они слишком легко сдались. Несколько полулюдей все еще рядом и пытаются напасть на него, но долго не продержатся, и он почти добивает их, но тут к нему подъезжает Селена на карете. Она издалека увидела, что происходит, и велела водителю и Долану выйти из кареты, чтобы врезаться в Джарюда. Она врезается в него на карете и атакует мечом, но это почти не причиняет ему вреда, только заставляет его перевернуться. Она говорит, что теперь будет его противником, и спрашивает, все ли в порядке. Они очарованы ею и говорят, что все хорошо.
Она приказывает им забрать всех выживших и уходить отсюда, и Геруда замечает, что сражается с супергероем. Он говорит, что хочет сразиться с Даланом, но понимает, что придется довольствоваться Кристиной, и Кристина говорит, что спешит и не может долго возиться с ним. Она без лишних слов обнажает меч и атакует его, но он блокирует удар. Они обмениваются несколькими ударами, и ей удается ранить его в голову, но он тут же исцеляется. Он думает, что для супергероя она неплоха, а она понятия не имеет, о чем он говорит. Мы видим, как Далан бежит по лесу, думая, что ему не стоит беспокоиться о Кристине, но он все равно беспокоится о других, думая, что нужно спешить, иначе будет много жертв. И он использует силу дракона, чтобы добраться до места назначения. Мы видим, как Диодора сражается с демонами, легко побеждая их, и гадает, когда Эвфразия сама с ней встретится. Рефразия думает, что сейчас самое время, и убирает солдат демонов, создавая барьер между ними, чтобы никто не вмешался. Затем она выпускает туман, и Диодора пытается поднять ветер, чтобы его разогнать. Рефразия рада, что она кое-чему научилась в их последней схватке, но говорит, что у нее есть и другие способы сражаться. И бросает в Диодору жизненную энергию, которую она впитала от других цветочных духов. Это немного задевает ее, и она продолжает атаковать Диодору с той же силой, но Диодоре удается увернуться, и она пытается блокировать следующую атаку. Но ее лозы недостаточно сильны, и она все равно получает урон. Затем Эвфразия спрашивает, каково это, когда тебя атакует собственная подруга, и продолжает атаковать. На этот раз Диодоре удается блокировать ее атаки, и она даже подпускает лозы к Рефизии, но лозы не могут ее достать, как в прошлый раз. Диодора понимает, что туман вокруг Эвфразии поглощает жизненную энергию, и Эвфразия говорит, что она тоже может поглощать жизненную энергию и использовать ее одновременно. Она продолжает атаковать Диодору жизненной энергией, а Диодора продолжает блокировать, и они заходят в тупик. Диодора больше не может терпеть и окружает себя черными розами, произнося заклинание. Вскоре ее окружает такой же туман, как у Эвфразии, и она говорит, что запечатала эту силу, но против такого грязного противника, как она, нет смысла ее сдерживать. Эвфразия понимает, что у нее такая же сила, и предлагает устроить соревнование, чтобы узнать, кто из них поглотит жизненную энергию первой. Они обе атакуют друг друга своим черным туманом, и вскоре Рефизия начинает одерживать верх, думая, что Диодора просто болтает. Она начинает поглощать ее жизненную энергию и говорит, что та скоро увянет. Она спрашивает, каково это, когда из тебя вытекает жизнь, и Диодора делает вид, что все идет по плану. Она говорит, что Эвфразия сейчас поглощает много ее жизненной энергии, и эта энергия должна проходить через нее. Эвфразии нравится вкус этой энергии, особенно нотки ненависти, которые в ней присутствуют, и Диодора рада слышать, что ей это нравится. И говорит, что это будет последнее, что она попробует в своей жизни. Эвфразия, будучи слишком самоуверенной, думает, что Диодора просто блефует, потому что в таком состоянии она ничего не может сделать. Но вскоре она понимает, что ошибалась, потому что начинает чувствовать боль внутри своего тела. На ее лице расцветает черная роза, и вскоре все ее тело покрывается шипами и розами, а лозы оплетают его. Она в замешательстве спрашивает, почему у нее внутри распускаются розы, и Диодора отвечает, что исход битвы был решен еще до ее начала. Рефизия, корчась от боли, не понимает, о чем она говорит, и Диодора напоминает ей, что вчера она напала на нее лозой. И в тот момент она посадила в ее тело крошечные семена черной розы. Она уверена, что Эвфразия не ожидала, что на нее нападут изнутри, и умоляет Диодору не забирать ее жизнь, но Диодора непреклонная убивает Эвфразию. Затем барьер вокруг них рассеивается, и ее окружают солдаты-демоны, но сейчас она не в состоянии сражаться даже с обычным монстром, не говоря уже о демонах. Но как только один из демонов собирается напасть на нее, всех демонов в округе уничтожает заклинание энергетического дождя, и Диодора замечает Долана в небе и теряет сознание. В другом кадре мы видим, как Селена лежит на земле, не понимая, что происходит, и вспоминает, что она только что использовала заклинание, создав щит из земли, когда на нее напали. Она задается вопросом, почему щит не сработал, и мы видим, что она висит на дереве, пронзенная копьем. Тем временем Далан создает магический круг, чтобы исцелить Диодору, и уничтожает врата демонов с помощью заклинания под названием «Небесный дротик». Диодора просыпается и спрашивает, что это за магический круг, и он отвечает, что это для защиты и исцеления. И пока она находится внутри, ей ничего не угрожает, и она будет исцеляться. Она благодарит его за помощь и, увидев его крылья, понимает, что он не человек. Далан настаивает, что он человек, и рассказывает, что в прошлой жизни был драконом, и у него до сих пор есть драконья душа. Теодора говорит, что никогда не видела настоящего дракона, и удивляется, что он перевоплотился. Она пытается встать, но не может, и он говорит ей отдохнуть. Она все еще хочет помочь остальным, но он говорит, что она не в том состоянии, и пытается уйти, но она настаивает на том, чтобы пойти с ним. Он уверен, что она не сможет за ним угнаться, и она игриво заявляет, что он может ее понести. Он не заинтересован, потому что знает, что против
проще будет сразиться с Джорджем одному, а она думает, что он действительно холодный. Затем она просит его быть осторожным, и он обещает, что будет, но она уточняет, что беспокоится не о нем, а о том, что его сила может уничтожить лес. И он соглашается быть осторожным. Затем он улетает, а мы видим, как эльфы продолжают сражаться с Джерином. Они изо всех сил стараются не подпустить его к себе, а Тео и Джио опускают Селену на землю и осматривают ее рану. Селена не понимает, почему Тео так о ней беспокоится, и пугается, увидев, что из ее хвоста торчит ветка дерева. Тео пытается ее успокоить, а ее брат вытаскивает ветку, чтобы залечить рану, но не успевает ничего сделать, как браслет, который дала ей Далан, активируется и рана затягивается. Они удивлены, что так произошло, и просят ее уйти из леса, пока они будут сражаться с этой тварью. Они надеются, что она хотя бы сможет спастись от этой трагедии, но Селена не хочет уходить. Тео не хочет, чтобы она погибла, и снова просит ее бежать, а Кристина продолжает сражаться с Георудом. Она наносит ему множество ран, но он быстро восстанавливается после каждого удара. Она спрашивает, сколько еще ран нужно нанести, чтобы его победить, а Георуд говорит, что ее способности — это не шутка, как он и ожидал от супергероя. Кристина, все еще не понимая, о чем он говорит, просит его объяснить, и он спрашивает, знают ли люди о супергероях. Он находит это забавным и объясняет ей, что они монстры, которые редко рождаются среди людей и превосходят обычных людей в магии, силе и интеллекте. Обычные люди не могут смириться с существованием таких необычных личностей, поэтому их изгоняют, и Кристина просит его заткнуться, потому что он ничего не знает о людях. Он спрашивает, задел ли он ее за живое, и говорит, что сверхлюди — их естественные враги, и несмотря на то, что они обычные люди, они убивали демонов и падших богов. Он рассказывает, что даже самый могущественный древний дракон не мог сравниться с одним из них, и сообщает, что герой, убивший древнего дракона, тоже был сверхчеловеком. В это время мы видим, как Далан сталкивается с Джорджем, который ждал его, и Жиру сообщает Кристине, что не ожидал встретить одного из сверхлюдей. Кристина понимает, что она одна из тех, о ком говорится в песне, и благодарит его за то, что он помог ей осознать свое происхождение. Она говорит, что ее сила существует для того, чтобы побеждать таких, как он, и, используя свою сверхчеловеческую силу, отрубает Джароду все конечности одну за другой. Жиру понимает, что именно на это способен настоящий герой, и спрашивает, что чувствовал дракон, когда его убил такой монстр. Кристина обезглавливает его и уверена, что дракон чувствовал себя преданным, потому что считал героя своим другом. Тем временем мы видим, как Джордж говорит Далану, что хотел сразиться с ним с тех пор, как увидел, как его бывший наставник и он сражались на той войне. Далан понимает, что он боевой наркоман, который попал в мир демонов, и он не может поверить, что Джордж хочет сразиться с ним, даже зная это. Джордж говорит, что для него нет ничего важнее сражений, и он уверен, что сможет ранить Долана, ведь теперь тот человек. Он знает, что Далан не сможет использовать всю свою силу в этих землях, поэтому предлагает отвести его в мир демонов,